Казалось бы, телевизионный сезон подходит к своему логичному финалу, и зрители уже готовятся к спокойной летней паузе. Но не тут-то было. Именно сейчас, когда камеры выключаются, за кулисами турецких сериалов начинают всплывать такие новости, от которых поклонники просто хватаются за голову. Вы только послушайте, что происходит. Роскошный Кенан Имирзалыоглу рискует войти во второй сезон абсолютно один, без своей привычной экранной пары. Куда исчезла его партнерша и почему вокруг новой героини развернулась такая скрытая борьба? За кулисами шепчутся, что продюсеры готовят зрителям настоящий шок, а появление этой новой женщины полностью перечеркнет все, к чему мы привыкли. Кто она и почему ее имя так тщательно скрывают? Но если там все на уровне слухов, то фанатов далекого города на днях просто окатили ледяной водой. Официально, Ферит Кая навсегда прощается с проектом. Да, турецкая пресса мило пишет о том, что на съемочной площадке резали прощальный торт. Но что скрывается за этой сладкой картинкой? Обычное истечение контракта или сценаристы приготовили для его героя настолько жестокий и неожиданный финал, что у зрителей просто не останется слов. Сегодня мы разберем все это по косточкам, а во второй половине выпуска нас ждет совершенно другой масштаб. Мы поговорим о нашем любимце Альпе Наврузе, который решил сбросить маску сладкого романтика и ввязывается в историю, где пахнет дворцовыми интригами, большой кровью и абсолютной властью. Но самую главную, самую мощную новость я приберег для вас на самый конец видео. Потому что в финале мы обсудим возвращение на экраны легендарного актера с невероятно тяжелым мужским взглядом. Он возвращается не в мелодраму, а в проект полный тайн, скрытой угрозы и шпионских игр. Кто этот мужчина, по которому мы все так скучали? Не переключайтесь и смотрите до конца, потому что сегодня за каждым красивым заголовком скрывается деталь, которая переворачивает все с ног на голову. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, давайте начнем с новости, от которой у поклонников далекого города наверняка немного сжалось сердце. Ведь как бы мы с вами не привыкали к вечным сюрпризам турецких сценаристов, прощаться с любимыми героями всегда тяжело. Особенно когда это не просто проходной персонаж, а человек, на котором держалась добрая половина интриги. Буквально на днях, 20 мая, известная журналистка Бирсен Алтунташ, а мы знаем, что она редко ошибается в таких вещах, поделилась грустной новостью. Ферит Кая навсегда покидает сериал. Его герой Демир Байбарс уходит из истории. И знаете, что в этой ситуации самое трогательное? Команда не просто сухо вывела его из сюжета. Прямо на съемочной площадке коллеги устроили актеру настоящее прощание с объятиями, теплыми словами и красивым тортом. Казалось бы, маленькая деталь, просто торт. Но именно такие моменты выдают, что за кадром происходит что-то действительно важное. Это значит, что расставание было не по скандалу и не по прихоти, а по-человечески. Люди вместе работали, вместе проживали каждую сцену, дышали одним воздухом на площадке, и теперь один из них уходит. Но тут, конечно, возникает совершенно закономерный вопрос: а что же будет с самим сериалом? Ведь уход Ферита Кая – это не первая потеря. Вы наверняка помните, что совсем недавно проект покинул и Альпер Чанкая, который отдал этой истории целых 2 сезона. Согласитесь, когда из сюжета один за другим начинают убирать таких сильных, стержневых героев, невольно настораживаешься. Вы же знаете, как это бывает. Сначала говорят, что все идет по плану, потом -1 актер, потом второй, а в итоге финальная серия сезона переворачивает все с ног на голову. Но давайте не будем торопиться с тревожными выводами и придумывать лишнее. Сериал просто готовится уйти на летний перерыв после очень сильного эмоционального эпизода. Проект не разваливается. Это просто знак. Создатели расчищают место для новых перемен. И вот здесь мне очень хочется спросить вас, как вы относитесь к таким сюжетным поворотам? Когда из любимого сериала уходит яркий герой, для вас история теряет душу и смотреть становится грустно? Или наоборот, просыпается азарт? А как теперь сценаристы выкрутятся из этой ситуации?
Напишите, пожалуйста, мне очень интересно ваше мнение. С далеким городом все ведь очень тонко. Этот проект держится на оголенном нерве, на тяжелых семейных узлах. Демир был именно таким героем, может не всегда удобным, но живым. Он вызывал сочувствие, раздражение, подозрение. И если его линия завершена, зритель простит сценаристам многое, но только не пустоту. На место ушедшего героя обязательно должна прийти новая энергия, новая тайна или новая боль. Иначе мы с вами сразу почувствуем фальшь. Возможно, именно эту встряску нам и готовят. И уход Феррита станет не концом интереса, а началом грандиозной интриги следующего сезона. Ну а пока зрители далекого города вытирают слезы и гадают о будущем в другом, не менее громком проекте, перемены уже витают в воздухе. Только там речь идет не о прощании, а о том, что волнует нас не меньше. Кто же окажется рядом с блистательным Кенаном Имирзалыоглу в новом сезоне? И вот из-за этого вопроса поклонники уже буквально потеряли покой. А тут, дорогие мои, начинается совершенно другая интрига. Если в первой истории мы грустили из-за прощания, то сейчас речь пойдет о будущем. Причем о будущем пары, из-за которой зрители уже готовы спорить до потери пульса. Речь о таком проекте, как «Семья – это испытание». Казалось бы, все идет своим чередом. После праздников мы ждем 17-ю серию, а в начале июня создатели планируют красиво завершить сезон. Вроде бы обычный рабочий график, правда? Но знаете, что на самом деле это происходит за закрытыми дверями, пока мы с вами просто смотрим в календарь? В кулуарах появилась информация, которая меняет настроение всего сериала. Поговаривают, что во втором сезоне у Дагана, героя неподражаемого Кенана Имирзалыоглу, может появиться совершенно новая партнерша. Согласитесь, это не просто рядовая замена в сценарии. Это деталь, которая может полностью перевернуть атмосферу любимой истории. Мы с вами прекрасно знаем, Кенан – актер с невероятно мощной, тяжелой мужской энергетикой. Рядом с ним нельзя поставить просто красивую девушку. Женщина в кадре должна не просто мило улыбаться, она должна выдерживать его пронзительный взгляд, отвечать характером, держать паузу, малейшая слабинка, и мы, зрители, сразу почувствуем фальшь. Официально создатели пока хранят интригу и не раскрывают имени, но сам факт таких перемен уже вызвал настоящую бурю. Ведь авторы явно хотят шагнуть во второй сезон не тихо и спокойно, а бросив нам новый эмоциональный вызов. Мне очень хочется узнать ваше мнение. Как вы считаете, ждете ли вы рядом с Кенаном новую, сильную драматическую актрису? Или, по-вашему, сценаристам лучше не рисковать и не ломать тот хрупкий романтический баланс, к которому мы уже привыкли душой? Ведь в турецких сериалах смена героини – это всегда хождение по лезвию ножа. Иногда свежее лицо дарит проекту второе дыхание, а иногда зрители категорично заявляют: «Нет, милые, верните все как было». Именно на этой тонкой грани сейчас и балансирует сериал. Но пока продюсеры держат театральную паузу, преданные поклонники решили не терять времени и запустили свой собственный кастинг в социальных сетях. И, признаюсь честно, когда я увидел, какие имена там всплыли, я просто не поверил своим глазам. Пройти мимо таких роскошных женщин решительно невозможно. Мы подбираемся к самому уникальному – обсуждению не сухих фактов, а настоящих зрительских желаний. Ведь когда имя главной героини окутано тайной, преданные поклонники, конечно же, берут инициативу в свои руки. И признаюсь честно, иногда фанатские предположения звучат настолько роскошно, что продюсерам действительно стоило бы к ним прислушаться. В арабских сообществах, которые всегда славились своей активностью, уже вовсю кипят страсти. Кто же достойно занять место рядом с Кенаном Имирзалыоглу? В их списке мечты оказались потрясающие имена: великолепная Туба Büyüküstün, статная Бергюзар Карель, утонченная Джансу Дери и красавица Фахрие Эвджин. Давайте сразу оговоримся, чтобы быть честными друг с другом. Это не официальный кастинг. Нет никаких подтверждений, что кто-то из этих прекрасных дам сейчас сидит в кабинете продюсера с контрактом. Это лишь народные фантазии. Но посмотрите, насколько точен этот список.
Каждая из них привнесла бы в сериал свою неповторимую ауру. Только представьте, Туба Бюикюстюн добавила бы истории ту самую пронзительную, сдержанную боль и глубокую драму, которую мы так в ней любим. Бергюзар Карель – это всегда невероятная зрелость, сила и очень мудрая женская энергия. Джан Судери окутала бы экран своей фирменной холодной загадочностью и элегантностью, а Фахрия Эвджин подарила бы проекту мягкость, красоту и тот самый свет, по которому так тоскуют зрители. Кстати, дорогие мои, если вам нравится именно такой подход, когда мы спокойно, без лишней суеты и выдуманных сказок разбираем любимые сериалы, пожалуйста, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной до конца выпуска. Впереди у нас еще несколько новостей. И поверьте, там, где на первый взгляд все кажется просто красивой картинкой, таятся очень любопытные детали. Но вернемся к нашему главному вопросу. Кого бы лично вы поставили рядом с Кинаном? Не потому, что у актрисы много подписчиков в соцсетях, а исключительно по вашему внутреннему ощущению пары. Кто из них обладает той силой, чтобы не потеряться на его фоне? Ведь мы с вами знаем, в турецкой драме женщина рядом с главным героем – это не просто украшение кадра, это половина всей атмосферы. Чуть-чуть ошиблись создатели, и зритель уже качает головой. Нет, я им не верю. А если попали в десятку, то даже простая, немая сцена, где они только обмениваются взглядами за столом, держит в напряжении сильнее любой ссоры. Пока мы с вами рассуждаем и делаем свой выбор, другая экранная пара уже перешагнула этап слухов. В сети появились первые реальные кадры с их съемочной площадки, и там, поверьте, тоже есть на что посмотреть и за что зацепиться взглядом. А теперь давайте перенесемся из мира зрительских фантазий на реальную съемочную площадку. Туда, где прямо сейчас зарождается совершенно новая экранная пара, интерес к которой вспыхнул задолго до премьеры. Речь идет о проекте «Закон природы» или «Доганын Кануну», как он звучит в оригинале. Главные роли в этой истории доверили очаровательной Озги Ягас и харизматичному Алперену Дуймазу. И вот буквально на днях сеть облетел самый первый, долгожданный кадр с их совместных съемок. Казалось бы, фотография и фотография, просто рабочий момент. Но мы-то с вами знаем, как это устроено в мире турецких сериалов. Одна поза, один случайный взгляд, едва уловимый наклон головы, и все поклонники уже затаили дыхание, пытаясь разглядеть, пробежала ли между актерами та самая заветная искра, будет ли химия. А знаете, почему этот дуэт вызывает такое жгучее любопытство? Они ведь абсолютно разные по своей природе. Озги мы искренне любим за ее трепетность, поразительную нежность и какую-то тихую, внутреннюю собранность. А вот Алперен – это совсем другая стихия. Он почти всегда приносит в кадр очень напряженную, глубокую, слегка закрытую мужскую энергию, потому что на этом контрасте льда и пламени может получиться что-то невероятно сильное. Чувствуется, что это будет взрослая история, где настоящие эмоции не сразу выходят наружу. Конечно, пока слишком рано загадывать, станет ли «Закон природы» главным хитом, но то, что эти двое уже приковали к себе столько внимания, прекрасный знак. Ведь самые любимые сериалы часто начинаются именно так. Сначала мы присматриваемся к лицам, потом жарко спорим после первой серии, а потом вдруг ловим себя на мысли, что считаем дни до выхода нового эпизода. Присмотритесь к ним. Как вам кажется, дорогие зрители, есть ли у Озги и Алперена потенциал стать красивой, гармоничной парой? Или все-таки внешности недостаточно и нужно дождаться их первых совместных сцен, чтобы поверить в эту историю? Ну а пока мы с вами присматриваемся к телевизионным парам, в реальной жизни кипят страсти, куда более серьезные. Дальше у нас на очереди новость совершенно иного толка. Речь пойдет не о сценариях, не о камерах, а о личной жизни. И кажется, турецкие журналисты снова почуяли в воздухе запах большой, красивой семейной истории. А теперь давайте отвлечемся от рейтингов и сценариев и поговорим о чем-то по-настоящему теплом. О личной жизни, где пока все очень тихо, но уже невероятно любопытно. Буквально на днях турецкие издания запестрели заголовками
Похоже, отношения очаровательной Мирай Даннер и ее избранника, Атыджанера Черкчиоглу, переходят на совершенно новый, серьезный уровень. Журналисты шепчутся, что пара вовсю готовится к летней помолвке, а самое главное, их семьи уже встретились и познакомились. Конечно, мы с вами люди взрослые и понимаем, торопить события не стоит. Сама Мирай пока хранит молчание, и заветное колечко нам никто официально не показывал. Поэтому утверждать, что свадьба завтра, мы не будем. Но согласитесь, дыма без огня не бывает, а сама история звучит просто чудесно. Встреча родителей, серьезные намерения, теплое лето впереди и ожидание самого важного шага. В Турции знакомство семей – это ведь не пустой звук, это показатель глубокого уважения и традиций. Все это напоминает завязку хорошей, доброй семейной драмы, только происходит она в реальной жизни. Мы с вами знаем и любим Мирай не только за ее талант, но и за удивительно тонкую благородную энергетику. Она совершенно не из тех актрис, которые делают из своих романов громкое шоу. Скромная, сдержанная девушка. И именно поэтому к ней сейчас приковано столько внимания. Когда человек так оберегает свое счастье, всем вдвойне хочется узнать, что же там происходит. К тому же, избранник у нее из очень непростой и уважаемой семьи. Атаджанер – сын мэра крупного города Айдын. И здесь сошлись две яркие линии – любимая народом актриса и наследник влиятельной публичной династии. Понятно, почему пресса буквально не сводит с них глаз. Давайте просто искренне пожелаем им счастья и будем ждать подтверждения этих светлых слухов. Ну а теперь, после этой тихой, почти домашней истории, мы резко меняем декорации. Из уютной семейной истории мы переносимся прямо под слепящие вспышки фотокамер на роскошную красную дорожку. Ведь там блистательная Ханде Эрчел снова сделала так, что о ней говорит весь мир. А теперь, дорогие мои, представьте, Лазурный берег, Канны, красная ковровая дорожка, ослепительные вспышки камер, роскошные платья и сияние бриллиантов. Все то, что мы с вами так любим потом рассматривать во всех деталях, увеличивая кадры и обсуждая каждый шовчик. Именно там, на престижном Каннском кинофестивале, блистала наша красавица Ханде Эрчел. Ее выход в ослепительном золотом платье от бренда Sophie Couture, дополненном изысканными украшениями по Мелато, произвел настоящий фурор. Выглядела она поистине по-королевски, невероятно эффектно. Здесь, как говорится, даже спорить бессмысленно. Но тут есть один забавный момент. Знаете, когда в социальных сетях восторженные поклонники начинают писать: «Вся мировая пресса упала к ее ногам». Давайте будем объективны, это все-таки легкое преувеличение. Очень красивое, но преувеличение. Скажем честно и достойно, образ Ханде действительно привлек огромное внимание глянцевых изданий. Он попал в главные модные обзоры и стал одним из самых ярких и обсуждаемых моментов фестиваля. Вот за это умение преподнести себя мы ее и любим. Ханде умеет появиться так, чтобы о ней говорили абсолютно каждый. Даже если человек не смотрит ее сериалы, при взгляде на эти фотографии он сразу понимает, перед нами настоящая звезда, которая безупречно держит свой статус. А мне вот очень интересно узнать ваше мнение. Скажите, какой стиль Ханде вам лично ближе по душе? Вам нравится, когда она вот так блистает в роскошных, тяжелых вечерних нарядах, или все-таки она милее? Вашему сердцу в более спокойном, естественном образе? Напишите в комментариях, давайте обсудим. В конце концов, мода – это тоже важнейшая часть звездной истории. Порой один такой безупречный выход на красную дорожку работает на репутацию актрисы не слабее, чем успешная премьера сериала. И раз уж мы с вами заговорили о женской красоте и стиле, не могу не поделиться еще одной короткой, но очень приятной новостью. Буквально в следующем кадре мы посмотрим на Джемри Байсел. Она тоже примерила наряд от знаменитого бренда Prada, но там все получилось совершенно иначе. Никакого фестивального пафоса, только утонченная, спокойная городская элегантность. После ослепительного каннского блеска Ханде давайте немного выдохнем и перейдем к более спокойной, но от этого не менее красивой истории. На днях милая Джемри Байсел
поделилась кадрами из своей новой съемки со знаменитым брендом Prada. Буду с вами предельно откровенен. Это, конечно, не громкая сериальная новость, не новый кастинг и не неожиданный поворот в карьере. Это просто рекламная публикация. Но знаете, порой именно такие короткие рабочие моменты лучше всего показывают истинный вкус актрисы и то, как она чувствует свой образ. У Джемри все получилось поразительно, деликатно. Никакой кричащей вульгарности, никакого посыла в духе «посмотрите на меня немедленно». Все очень сдержанно, дорого и с безупречной городской элегантностью. Казалось бы, совсем простые кадры, но взгляд отвести невозможно. Ведь именно за эту очаровательную естественность многие ее и любят. В ней нет ни капли лишней театральности или попыток казаться кем-то другим. Просто красивая, талантливая девушка, которая благодаря своему хорошему вкусу собирает вокруг себя преданную аудиторию. Кстати, дорогие зрители, если вам по душе именно такой подход, когда мы с вами честно называем рекламу рекламой, отделяем выдумки от подтвержденных фактов, а красивые истории от раздутых заголовков, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской. Ваше внимание – это главная награда. Оно помогает мне выпускать такие разборы чаще, а вы, в свою очередь, всегда будете в курсе самых важных и достоверных новостей о любимых актерах. А теперь, после этой легкой модной паузы, мы переходим к новости совершенно иного, поистине впечатляющего масштаба. Оставляем в стороне современные сумочки и глянцевые дорожки, потому что дальше нас ждут великая история, роскошные султанские одежды и неподражаемый Альп Навруз, который, судя по всему, готовится нас невероятно удивить. А теперь, дорогие мои, давайте сменим декорации и перейдем к совершенно иному масштабу. Мы оставляем в стороне светскую хронику, наряды и современные интриги. Впереди нас ждет великая история, роскошные костюмы и роль, которая станет для актера настоящим испытанием на прочность. По информации от самых авторитетных турецких источников, любимец телезрительниц Альп Навруз официально присоединился к грандиозному историческому сериалу «Золотой век Незамюльмюлька» или «Алтенса Незамюльмюлк», и играть он там будет не кого-нибудь, а самого могущественного правителя, султана Меликшаха. Согласитесь, от одной этой новости уже захватывает дух. Почему это так интересно? Да потому что мы с вами привыкли видеть Альпа в современных, чувственных историях. Там, где есть красивая романтика, любовные треугольники, глубокие личные переживания. А здесь абсолютно другая территория. Исторический правитель, абсолютная власть, колоссальная ответственность, дворцовые тайны и судьбы целых народов. В таком проекте уже нельзя просто красиво посмотреть в камеру из-под ресниц. Здесь нужно вынести на своих плечах весь тяжелый вес этого величественного образа. Известно, что сериал готовится для государственной платформы TRT Tabii, а команду Мотор планируют дать уже в начале этого лета. Конечно, мы, как люди опытные, будем дожидаться официальных постеров в образах, но сама новость уже гремит. Ведь мы с вами прекрасно знаем, исторические сериалы в Турции – это высшая лига. Там наш зритель судит строго. Мы смотрим не только на красивое лицо актера. Мы оцениваем его стать, королевскую осанку, глубину голоса, властный взгляд. И то, как тяжело и многозначительно он умеет держать паузу. Очень хочется спросить у вас, мои дорогие зрители, каким вы видите Альпа Навруза на троне? Как думаете, хватит ли ему внутренней мощи, чтобы выйти из привычного амплуа героя-любовника и убедить нас в своей султанской силе? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях, очень интересно ваше мнение. Ну а мы тем временем подошли к финальной новости нашего сегодняшнего выпуска. И я специально приберег ее напоследок, потому что речь пойдет о долгожданном возвращении на экраны актера, которого миллионы зрителей обожают именно за его суровые, бескомпромиссные и невероятно мощные мужские роли. Дальше будет наш последний блок перед подведением итогов. Не переключайтесь. Итак, мы с вами подошли к финальной, но, пожалуй, самой мощной новости нашего выпуска. Речь пойдет о возвращении на экраны неподражаемого Энгина Алтана Дюзятана.
Для всех поклонников турецких сериалов это имя звучит не просто знакомо. За ним сразу тянется образ сильного, настоящего мужчины, человека с несгибаемым внутренним стержнем. У него тот самый тяжелый, пронзительный взгляд и та глубинная мужская энергия, которую, согласитесь, невозможно просто так сыграть, если ее нет внутри. Главные турецкие инсайдеры сообщают блестящую новость. Энгин Алтан вовсю готовится к новому проекту под названием «Эспионаж», что переводится как «шпионаж». Сериал снимается для государственной платформы TRT Tabii, а съемки должны стартовать буквально со дня на день. Это совершенно новый жанр. Это вам не уютная семейная мелодрама, не наивная романтическая история и уж точно не легкий летний ромком. Речь идет о суровом мире разведки, национальной безопасности и людях, которые принимают тайные решения в тени, о людях, чья жизнь никогда не будет простой и спокойной. А значит, Энгин возвращается не просто в очередной сериал. Он возвращается в историю, где от актера снова будут ждать колоссальной силы, собранности и напряжения в каждом кадре. Команда там подбирается под стать главному герою. Режиссерское кресло занял Анур Тан, мастер серьезных историй, а в кадре с Энгином мы увидим Ялчина Хафызоглу, Бурака Хаккы, Явуза Бенгёля. В общем, компания собирается исключительно крепкая, не случайная. По всем ощущениям, проект хотят сделать не проходным, а очень плотным, брутальным, с серьезной, интригующей атмосферой. Можете себе представить, для многих зрительниц это новость, как глоток свежего воздуха. Особенно для тех из нас, кто соскучился по Энгину в образах, где мужчина не размахивает своими чувствами направо и налево, не устраивает истерику, а держит все внутри. И от этой сдержанности становится только интереснее за ним наблюдать. Вот такой, дорогие мои, получилась эта неделя в нашем любимом турецком киномире. Очень шумной, невероятно красивой, местами немного тревожной, но безумно насыщенной. Где-то талантливый актер навсегда прощается с проектом, где-то мы с вами уже мысленно подбираем новую спутницу любимому герою, где-то в сеть просочился лишь один крошечный кадр со съемочной площадки, а обсуждений вокруг него столько, будто сериал с успехом идет уже несколько лет. Глядя на всю эту закипающую телевизионную бурю, становится абсолютно ясно, нас ждет настолько непредсказуемый и взрывной сезон. Кажется, запасаться валерьянкой нам нужно уже сейчас. Далекий город готовит нам серьезные перемены, и уход Ферита Кая точно не пройдет бесследно для атмосферы сериала. В проекте «Семья» это испытание мы уже заглядываем за горизонт финала и гадаем, кто же та новая женщина, что встанет рядом со статным Кенаном и Мирзалы-Оглу. И, конечно, тут кроется главная интрига. Поверим ли мы, зрители, в эту новую пару, или будем с грустью вспоминать прежнюю историю? Милая Озги Эгыс и Алперин Дуймас только делают первые шаги в законе природы, но уже сейчас понятно, что за их экранной химией мы будем следить, затаив дыхание. Очаровательную Мирай Данер мы поздравляем с возможной помолвкой, хоть и держим кулачки осторожно, дожидаясь официальных колец. Красавица Ханде Эрчел подарила нам ослепительную сказку в Каннах. Джемре Байсел порадовала утонченным городским стилем, а главные мужские лица Турдизи, Альп Навруз и Энгин Алтан Дюзятан готовятся примерить на себя совершенно иные, невероятно серьезные и властные образы. Признаюсь честно, лично мне безумно интересно, какая же из этих новостей в итоге выстрелит сильнее всего. Уход полюбившегося героя из рейтингового сериала, появление новой женщины рядом с Кенаном, величественный исторический образ Альпа Навруза, или же долгожданное возвращение нашего сурового Энгина Алтана в напряженной шпионской истории. Знаете, ведь порой случается так, что самая громкая и скандальная новость недели быстро забывается. А вот какая-то крошечная деталь, мимолетный слух о новой паре, всего один кадр со съемок или неожиданное имя в касте, вдруг разрастается в огромную историю, которую мы потом с вами горячо обсуждаем месяцами. А как подсказывает вам ваше женское чутье? Какая новость сегодняшнего выпуска зацепила вас больше всего? Что удивило или, может быть, даже расстроило?
Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Мне правда очень важно и интересно читать ваши мысли, потому что именно вы, мои дорогие зрительницы, своей невероятной интуицией первыми замечаете, где есть настоящая искра, а где журналисты просто ради красного словца раздули сенсацию. Если наш сегодняшний разговор пришелся вам по душе, не пожалейте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на наш канал «Любовь и мечты», чтобы всегда оставаться в уютной компании и быть в курсе самых свежих новостей о турецких сериалах, любимых актерах, красивых парах и тех самых пикантных закулисных деталях, из-за которых мы снова и снова возвращаемся к этим волшебным историям. Берегите себя, своих близких, смотрите только хорошие сериалы, которые греют душу, и до самой скорой встречи в следующем выпуске.